Лин, опять ты спрыгнула. Опять ты спрыгнула. Будем тебя опять лечить. Значит, отключим тебя. Включим. Сюда подвинем. И попробуем еще раз запустить. Все, сделали, починили. Теперь надо эту починить. Стоп, старт. Так. Переключаем камеру. Итак, друзья, опять раз рад вас приветствовать. Сегодня уже будет заключительный стримчик. Вот, значит, он такой будет, значит, короткий. День сегодня был вообще, конечно, на событии очень большой. Были разные случаи, и проблемы с оплатой, и 2 блевантина, и, значит, а где вы, и 2 раза отмена, и очень пьяные пассажиры, потому что у меня такое ощущение, что я уже пьяный, потому что дышу так, что спирт проходит во все части организма. В итоге у самого такая немножко, значит, эйфория от этого. Значит, что мы делаем сейчас? У меня, к сожалению, заканчивается зарядка. 101 км остался. Сегодня проехал я 231 километр. И в настоящее время мне надо бы уже ехать в район, где бы подзарядиться. Соответственно, я сейчас нахожусь в центре. Здесь у нас вообще зеленочка зеленочкой. И кэфов нет вообще. А сколько время-то? 8. Странно. 8 вообще нет кэфов. Поэтому мы с любым заказом сейчас должны уехать в те места, где подзаряжаться. Значит, выберем мы место ориентировочно вот, ну там где-нибудь вот здесь. Нет, не здесь. Давайте там. Так, где бы нам выбрать? Где бы выбрать? Ну вот здесь мы выберем это место. И включаем заказы по пути. Время 8:05. И ждем. Через 300 метров держитесь ждем заказиков. полосы, а затем развернитесь. Я включил кондишн, можно сказать, на всю, ну, чтобы охладить немножко телефон. Уже вот сколько раз он перегревался. Так, ну, в Химки, комфорт Химки. Едем. Впереди камера на полосе. Ну, это нормально. По комфорту. Через 200 метров Химочки. держитесь средней полосы, а затем поверните направо. Да и подъезд немножко, ну, в смысле, коротенький будет, 4 минуты. Поэтому я считаю нормально. Нормально мы взяли заказ и едем. Я включу обязательно вот этот слой парковочки, чтобы сразу видеть, где пассажир заказал, к какому месту такси. Поверните Если направо. там все нормально, то я сейчас этот слой выключу. Так. Ну да, вон тут много и шлагбаум, и парковки платные, поэтому мы выключаем этот режим отображения парковок. Так, сейчас сяду, удобно пристегнусь. Едем. Так, поворачиваем. Что-то Алиса заглохла. Включаем. Через 200 метров поверните направо. Алиса! Не слышат. Химки, Ленинградская улица, С7А. Поехали. Странная, да, С7А. Интересная улица. Поверните направо. Будьте внимательны. Рядом школа.
Я до этого Через считал 200 метров поверните направо. денежки, исходя из таксометра, и там получалось 1100 ночная смена, ну, которая после нуля. Ну, так Поверните как бы направо. считать удобнее. И где-то получилось 1250, вот так в районе, так поточнее посчитаю попозже. Это смена, которая до нулей Держитесь правой была. полосы, Но а затем надо слева. отметить, Поверните что направо. где-то полчаса, наверное, я чистил машину, вот, потому что там Поливантин дверь Впереди камера на разметку. загадил. Но за это Поливантину мне скинули 3000. Контроль разметки. Так что Ограничение вот эти 50. полчаса Направлено в спину. равнялись 1000. Ой, равнялись 3000. То есть 6000 в час. Так что нормально. Вот. Да, конечно, чистить неприятно, Съезд. вот это все. Поверните Но, направо. в принципе, ну чё, куда деваться-то? Это Через часть 300 метров держитесь часть правых работы. полос. Не хочешь чистить, не иди сюда работать. К сожалению. Вот. Либо надо было там на химчистку какую-то ехать, там почистят. Вот. Ну там денежку, считайте, всю эту денежку я отдал бы. Так. Ага, нам надо развернуться, что мы сейчас Контроль разметки. сделаем. Ограничение 60. Поверните направо. Через 200 метров держитесь левой полосы. Поверните налево. Через 200 метров держитесь правой полосы. Да, кстати, мне опять штраф прилетел 4500. И опять обидно, Контроль в том разметки. месте, где я всегда Ограничение 60. останавливался, спину. никаких штрафов никогда не было. Вот. Контроль Это разметки. место Ограничение Селигер-Сити, может быть, 60. знаете, это метро Селигер. Через 100 метров поверните И вот там налево. Во двор. какую-то камеру поставили, которая теперь стреляет, нельзя парковаться. Либо у меня вообще вот голова уже не знает, что это самое думать, где, кто там фигачит. Вот. Поверните Так. налево. Во двор. А вот здесь мы встанем на платной стоянке, почему бы нет. Вы приехали. Так, отмечаемся, мы на месте и ждем наших пасов. Так, там сзади кто-то идет, но, наверное, вряд ли это они. Значит, что сделаю сейчас? Я посмотрю, что за пассажир, и подумаю, камеру в салон пустить или все-таки на дорогу. Ну, больше склоняюсь, что на дорогу сейчас пущу, потому что... Потому что вот, в такое время, скорее всего, как бы ничего интересного не будет. Вот. Неужто это вот та дама, которая сзади идет ко мне? Че, она заказала сюда, а сама черт знает откуда идет. Так. Пока никого. Как у вас прошла смена? Расскажите об этом. Я пока дежурю, смотрю, кто там выйдет, не выйдет. Чел, все, делаю камеру на дорогу, там ничего интересного не будет. Вот. И вырубаю кондишн, а то накалеет нахрен.
Доброе утро. Чуть посильнее, пожалуйста. В Химки, да? Да, пожалуйста. Едем. 24 минуты прогнозично. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам Да. займет Ага. 24 минуты. Да. Хотя я тут задом валом давал. Ничего не нарушаем. Ну, правильно. Придраться не к чему. Поверните направо, а затем съезд. Поверните направо. Контроль разметки. Ограничение 60. Поверните направо. Впереди камера на полосу. А это и валют, который у нас собирают? Да, российский валют, в Липецкий завод. Вот у нас собирают, в принципе, вот это самая такая дешевая модель у этой марки. У них есть там другая линейка, iJoy, iSky. iSky вообще такая Ограничение космическая. 60. Направлено в Нормальная, спину. хорошая. Вот, а это такая вот самый дешевый эконом. Тут даже, видите, вот шумоизоляция так себе. Ну, то есть ее тут нет. Впереди Контроль. камера То есть, на видимо, сделали специально, что все равно все будут делать и так это. Ну, в целом, да. Это прям Камера. на первый 60. апгрейд, который Направлена в нужен. спину. Шумоизоляция. А она прям электрическая? Да, электро, да. Ну, единственное, что тут есть бинар, это такая штука, которая обогревает батарейку и обогревает салон зимой. Она дизельная, то есть разметки. маленький такой Ограничение дизельный 60. моторчик там есть. То есть он не участвует в, как гибридов, да, вот, он просто для обогрева. И он очень сильно экономит заряд электричества зимой, потому что вот с Теслой мы когда там заряжаемся, у нее пробег и как бы плакать хочется зимой. Вот. А у меня нормальные, ну то есть Тесла прям проседает вот так вот зимой. Да и много, кстати, да, и Москвич проседает, там тоже нету дизельных. И Зикр проседает тоже зимой. Вот. А летом, в принципе, ну все равно есть вот это дизельное или нет. Вот и летом, да. Все приблизительно одинаково по километражу. А заряжаться дорого? Ну, сейчас акции уже второй год, то есть второй год бесплатно сейчас ты заряжаешься. Всё-таки, ну, говорят, то, что бесплатно, это правда, да? Да, правда, это бесплатно, но это вот в пределах Камера МКАДа, на 60. и зарядные станции, которые называются «Энергия Москвы». Ну, они, в принципе, тут все «Энергия Москвы», это самый такой, ну, монополист. Вот. Есть их, ну, так видно, что вот они маленькие такие. Они долгие, то есть там заряжаться до 8 часов стоит. И на них заряжается. В общем, всё стоит. А есть быстрые, то есть они побольше Контроль такие всех аппараты, правил. соответственно, на них Ограничение 60. летом 40 Направлено в минут спину. заряд, зимой вот прям зима-зима, если, то есть там минус там, 15, то где-то 1,5 часа. Вот по такой погоде где-то час. Вот вы последний, вот сейчас я вот уже до вас доеду и там буду заряжаться. То есть мне сегодня хватило вот сейчас сколько? 8 часов, а я выехал Контроль всех правил. Ограничение 60. ну, Направлено 9, в спину. наверное, где-то, 9. То есть 11 часов, плюс сейчас мы туда доедем, плюс Камера на заряжаться, то есть 60. 12 часов где-то. В которой, ну, отсутствуют пробки. Ну да. Ну, то
есть днем должно хватить там, на 12 точно хватит. Потому что пробки. Электрички так в нашу жизнь постепенно входят. Они не то что ходят, они все, их уже выпилить вряд ли получится. У Китая, например, они же сделают это, если планируют. Они к 1935 году 100% хотят свой парк внутри Китая уже электричек. Сейчас у них 40%. Уже 40% автомобилей это электрички катаются. Вот я что могу сказать? Копеечное обслуживание, потому что тут нечему ломаться. Вот, просто вот двигатель внутреннего сгорания. То есть там агрессивно идет взрывы, да, там вот поршни туда-сюда ходят от взрыва. То есть чему выходить из строя. Коробка передач там есть, вот это, да, там туда-сюда. Тут нету коробки передач. Нету этого двигателя с агрессивной средой. Тут вот это. Моторчик, грубо говоря, вот эта катушка, да, от тока она, крутится. В городе, да, электричка, конечно, может быть удобно, но если куда-то... Да, если куда-то... то... Да, городские вот это точно должны все перейти. Вот. А с другой стороны, бедные нефтяники. Да, а почему так долго не переходили? Потому что нефтяники. Это же лобби определенное. Потому что если так подумать, стоит дешевле собрать ее, просто вот, построить дешевле, ломаться нечему, техническое обслуживание копеечное. То есть, я уже сравнивал, раза в 3-5 дешевле техническое обслуживание, чем... Камера на 60. Даже если вот платные зарядки, они тоже же есть платные, то расклад цен такой. Если вот будем сравнивать с аналогом 3000 бензинового. 3000 бензина, сколько эти же километры, да, будет стоить вот на этой. Значит, если вы от домашней розетки заряжаетесь, у вас дом и у вас ночной тариф, то 190 Камера на 60. где-то рублей. 190 рублей одна зарядка. Через 600 Да, это метров если домашняя, держитесь правых ночная, полос. личная, то есть дом. Если вот эти зарядки, то там цены разные у них, будет стоить 500, где-то даже 450-900 рублей. Как бы 500 рублей в день, считай, тратишь. Вроде бы так. Бьет по карману, Держитесь правых полос. если так, грубо говоря, смотреть. С другой стороны, в месяц на бензин сколько тратишь? В месяц вот эти вот такси, которые ездят, бензиновые, если вот именно ночной режим, да, там километраж большой получается, то 2,5-3 тысячи за смену, даже 2,5-3,5 тысячи Через за смену 600 у них метров на бензин уходит. держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Вот, то есть если пропан, например, то где-то там 1300 в день будет уходить. Если дизель, то Впереди где-то камера на разметке. 2,5 там. Ограничение 50. Направлено У в меня уже спину. батарейка кончается. Мы доедем, я думаю. Здесь сколько километров? 17 километров доедем. Держитесь правой полосы, а затем поверните направо.
Направлено в спину. Впереди камера контроля перекрестка. Здесь по материалам, конечно, все простенько. Да, но Камера и наступления. цена-то Ограничение 60. Сколько? Направлено в кусается. спину. Миллион с чем-то, да, наверное? да. Смотрите, так она 3 миллиона, но есть из-за того, что электрическая, есть государственная там программа. Государство дает, ну, короче, в общем, цена по этой программе 1 750 000. Ну, в принципе, сейчас как будто бы все стоит 1 700 000. Да, ну ладно, возьмите, сколько Ну, да, она 1 стоит? 700 000, да. Ну так, извините, Лада и электричка, я вот даже, у меня не будет даже причин выбирать. Конечно, выбор. Ну, честно говоря, на мой взгляд, вот если у меня 1 700 000 есть, я возьму что-нибудь Бэушное. старое. Да, согласен, да. Старое что-нибудь немецкое или японское. Да, да, то есть Поло какой-нибудь там, ну да, да, вот, надежно. Ну да, покачественнее, что там не будет вот этот дешманский пластик топовый. Какой-то более-менее шумоизоляция. Впереди камера на разметку. Да, Камера шумоизоляция. на 60. Да. Вроде бы, Направлена на самом в деле, спину. копеечная мелочь, копеечная. Да, вообще в масштабах завода вообще ерунда. Ну что-то они как-то. Да, я, наверное, вот вы меня убедили, наверное, завтра сделаю шумоизоляцию придется. Я вообще как бы не старался. Камера на 60. У меня настолько получилось. Не, вы просто настаиваете. Ну что ж, придется делать. Как минимум колеса. Да, Ну, по эти вот. факту вам просто арки закатайте, потому Да. что вот сзади очень сильно Да. шумновато. Просто закатать арки, я думаю, этого достаточно. Да. Это вообще копейки. Ну, сам я не хочу делать. Ну, понятно. Я и не умею, что. Там вроде как не так уж трудно, но всегда, как будто бы на данный момент проще отвести, Да. чтобы тебе сделали, чем. Да. Камера на 80. Направлена в спину. А если так про электричку говорить, в целом, то мне очень нравится вариант, как они сделали китайцы Nissan. Ну, конечно, это, естественно, премиум и все остальное, но вот сама идея двигателя небольшого в плане как генератор, чтобы он заряжал Контроль батарейку, разметки. шикарно. Ограничение 80. Направлено Да, в лоб но и вот спину. я об этом думаю всегда, что здесь двойные идут затраты. Как на двигатель, его же надо сделать, это же затраты все равно. Да, но с другой стороны, И на электродвигатель. Или там, что там, я не знаю, там, может там и нету электродвигателя, генератор. Ну, генератор это на двигатель колесах, все равно. по-моему, электродвигатель. Не, у меня тут тоже есть на колесах. Ну, в общем, просто я к тому, что сама задумка интересная в плане как практически
правых это полос. да. Тоже да. Это да. Контроль разметки. Ограничение 60. Направлено в спину. Держитесь правых полос. Через 400 метров держитесь левых полос. Контроль разметки. Ограничение 60. Контроль разметки. Ограничение 60. Контроль разметки. Ограничение 60. Направлено в спину. Держитесь левых полос. Впереди камера на полосу. Камера на полосу. Ограничение 60. Направлено в спину. Камера на полосу. Ограничение 60. Впереди камера на полосу. Впереди камера на разметку. Камера на полосу. Ограничение 60. Впереди камера на 60. Впереди камера на разметку. Камера на полосу. Ограничение 80. Впереди камера на полосу.
Камера на полосу. Ограничение камера на 80. Впереди камера на полосу. Впереди камера на разметку. Камера на полосу. Ограничение 80. Направлено в спину. Контроль разметки. Ограничение 80. Впереди камера на полосу. Камера на полосу. Ограничение 80. Направлено в спину. Контроль разметки. Ограничение 80. Направлено в спину. Впереди камера на разметку. Через 1 километр 500 метров поверните Камера направо. на полосу. Ограничение 80. Впереди камера на полосу. Камера на полосу. Ограничение 80. Через 500 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. Вот заезжаем, да, вот этот закуточек, да? Да, вот. Поверните направо. Вот. Вот сюда. Пожалуйста. Вы приехали. Спасибо вам. Всего хорошего, до свидания. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. А у вас же оплата наличными? Да-да. Наличными? Да, вот, наличными. Так, секундочку, почему интересно? Так. Я что-то не посмотрел, заболтался. Почему наличными? Вот, Секундочку. посмотрите, оплата наличными. Оплата
Сбербанком. Ну, у вас, может, стоит, посмотрите, оплата наличными у меня. Так, секундочку, сейчас я в заказе посмотрю. А можно я сяду? Да, конечно. Так, историю заказа. Да, историю посмотри, потому что я его уже закончил. Еда, такси. Наличными, правда, стоит. Очень странно. Так, ну давайте я вам переведу тогда. Да, конечно. Странно, почему так? А вам куда? На Сбер можно. Лично номер телефона. 926 926 3 семерки раз, два, три, 11 12, 05. Так, Денис Юрьевич, правильно? Да. 855 там было? Так, вроде сейчас. Сейчас 885. Ага, хорошо. 885. Отправил. Сейчас принимаю. А вот, посмотрите. А, да, мне сейчас это должно прийти. Ой, подождите. А почему я на Т-банк отправил? А, на Тинькофф Да, отправили, да? ё-моё, да? Почему? Ничего, сразу сейчас на Тинькофф славлю. Так, Т. Так, реклама, хватит. Да, вот пришло 885, спасибо. Все, и вам извините. Всего хорошего, до свидания. Ну, Так. Ну, ребята, вы все видели? Хотели меня кинуть. Ну, я уверен, конечно, он без злого умысла, но тем не менее. Вот такая ситуация получилась. Вот. Хотели меня кинуть. Итак, смотрите. У меня вообще 57 километров запас хода. Это очень мало. Уже лампочка горит. Пока не горит еще вообще черепаха. Черепаха это вообще там, по-моему, на 40 километров в час. Ну или там 70. И не больше можно будет ехать. 60, по-моему. И не больше будет ехать. Поэтому мы что делаем? Мы заканчиваем наш путь. Заказы по пути. Мы в Химках находимся. И мы должны сейчас найти заправочку свободную, чтобы заправиться, ну, в смысле, зарядиться. Значит, есть самое ближайшее вот здесь. Так, Ховрино. Посмотрим, она вообще живая, нет? Блин, занята. Так, тогда меняем наш план и едем вот по МКАДу. Вот на эту попробуем. Ага, свободно. Все, едем. Сколько километров? Блин, 10 километров. Мать вашу. Ну, слушайте. 10 километров, 57. Блин, впритык. Только бы доехать. Это прям получится экшен. Что у нас по денежкам? Значит, сейчас 8.45 и у нас 8.850.
17 заказов. Не очень. Ну, не айс. Вот. Может быть и правда, днем-то получше по деньгам, но просто вы видите, ночью контент. Так, и вчерашний день с этой суммы там где-то 200, по-моему, надо вычитать, потому что это были, короче, ночные еще вчерашние заказы. Поэтому здесь получается за вчера до полуночи 3300. После полуночи получается 8850. Итого 3 плюс 8 11 800 300 12 200 плюс мне 3000 это за блевотню. Так, и плюс еще 650 это девушка, ну, вчера девушка, которую я довез обратно по налу. Итого, к этой сумме 12200, ой, запутался, поэтому что мы делаем? Мы включаем куль-куль. Есть у нас куль-куль? Должен быть, я его, по-моему, сюда цеплял. Блин, нет калькулятора, но ничего, мы его сейчас найдем. Так, вот он, калькулятор. Блин, вот он-то вот он, а где вот он? Не получилось. Так, считаем заново. Значит, здесь 3300 плюс 8850. Это получается 12150. 12150 плюс 650 вчерашние. Это получается 12800. 12800 плюс 3000 за блевотню. 12800 плюс 3 это 15800. Все, подведем итог. 15800 за, значит, мы вчера начали в 10 часов. Значит, 2 часа плюс 8, 8, 9, 10, грубо с половиной часов. 10 с половиной часов 15 800. 10 с половиной 15 800. Или 1500 в час. Супер! 1500 в час. Заказов у нас 6 вчера. Почему 6? Потому что. Вот, потому что вот, значит, раз, два, три, 4. Значит, надо вычесть 4 из 8. Из 10. То есть 6 плюс 17. Это будет 23 заказа. 23 заказа, 15 800 или 1500 в час за 10,5 часов. Таков итог работы. Поэтому едем сейчас заряжаться. Я это, наверное, уже снимать не буду, хотя это будет тоже очень интересно, очень. Доеду ли я? У меня вот 56 км. Надо фары выключить, наверное, тут все надо выключить. Музыку я выключу тоже. Вот. Поеду. Хотя, пускай стрим еще идет, и вы, может быть, что-то мне там напишите в стриме, посмотрим. А что вы напишите? А я даже сам напишу. Как обычно, делаем скринчик. И отправляем этот стримчик сначала в тележку. Так. Вот сюда.
сейчас мы камеру отключим. Так, отправим, я ее включу опять. Так, выбрали один канал, да. Итак, пишем 10,5. Так, где русский? Часов. 15,8К. 1500 рублей в час. 1500 рублей в час, 23 заказа. Что еще там я забыл написать? Километраж, пробег. Значит, пробег сейчас 256, плюс до зарядки мне 10 км еще. Ну, скорее всего, там и она, может быть, даже будет занята. Ну, еще 15 накинем. Итого 270 км пробег. 270 км пробег. Или 38 км в час. Это, блин, это очень прилично. Днем обычно, ну, 25 где-то выходит. А тут что-то как-то... Вот. Так. Сменой доволен. Блевантины. Девушки. Разговоры. Ну и смайлик какой-нибудь такой сделаем. Не сделаем. Или сделаем. Вот такой. И такой. Так. Да, блин, где тут? Так, select all copy, и отправляем. Значит, отправим сюда и отправим еще сюда. Такси. Так, с галереи вот этот и напишем. Давай, пиши, вставляй. Что ты будешь делать, а? Не хочешь вставлять? Да вставляй ты. Не хочет. Ну что, мне заново, что ли, писать-то? Нет, заново я не хочу писать. Че я нафиг это надо-то? Так, тогда... Так, тогда... Опять копируем. Вот, все, вставляем. Поехали. Отправляй. Давай. Да давай, говорю. Все, есть. Отправили отчетики. И теперь со спокойной совестью
с камерой. Уже можно... Блин, опять камера спрыгнула. Что ж ты такая, а? Дикая. Дикая камера. Так, включаем. Немножко сюда. Теперь... Так. Теперь... Сюда. Вот, передвинули. Итак, едем заряжаться. Очень все на пределе возможностей, поэтому посмотрим. Мы вот как по МКАДу поедем, посмотрим. Вот если вот эта зарядочка освободилась, конечно, лучше, наверное, сюда махнуть. Но она занята сейчас. Занята... и временно не работает, причем. Не работает и занята. Ну и вот тогда нафиг. Лучше махнем уже вот сюда. Причем... Ну да, вот сюда, скорее всего, самое тогда выгодное. Блин, забронировано, ё-моё. Ох, ё-моё, ё-массе. Так, тогда что, вот сюда едем? Сколько км туда? О, 6,5 км, супер. Едем туда тогда. Поехать без заказов. Все, 6 км я доеду. Итак, выезжаем. Выезжаем. Выкатываемся. Включим сейчас еще этот антирадарчик. Пускай будет. Так. Рискованно сейчас подрезал я, конечно, но не увидел вот этой полосы разделительной. Забыл про нее, что она есть. Вот здесь такой островок, на который нельзя заезжать. В целом там камер, наверное, не было, но мало ли, все равно там бывает менты стоят, не хочется нарушать. И, как говорится, просто так получать штраф. Поверните направо, а затем что касается штрафов, направо. Ребята, не знаю, как у вас, что-то меня, вот не поверите, у меня где-то полгода с лета, ну там, через 200 метров, не знаю, с июля, где-то с августа прошлого года, не было ни одного штрафа, направо. Не было, Бог миловал. Или я что-то поменял в тактике, то есть, может быть, как-то относиться стал к этому. Потом расслабился. И начиная где-то там с октября, блин, столько штрафов. А уже с Нового года, вот представьте, мне уже прилетело 5 штрафов на 4500. Банкротиться можно, это я работаю на штрафы, получается. Съезд, поверните направо. Значит, давайте проанализируем, что это за штрафы, где это я мог так схватить. И вот вы будете удивлены. Большинство этих штрафов это не центр. Причем не большинство, а все эти штрафы это не центр. Это где-то на окраинах, даже вот где-то за МКАДом. Вот, там, где был уверен, что все нормально, там на остановке, никогда штрафы не прилетали. И там начинают вот вешать камеры новые, и непонятно, как они работают. То есть люди в обсуждениях этих камер пишут, что они, все, сразу стреляют там. То есть, как бы ты ни... То
То есть нету вот этого порога в 9 секунд. Стреляют сразу. Были еще, значит, было еще одно место, где, ну, где не прилетали мне штрафы, потому что там не было камеры. Это Селигер-Сити. Видимо, там повесили камеру, которая начинает вот стрелять. Был у меня там заказ. Да, может быть, я ждал там чуть подольше, чем обычно. И как всегда, дети, да, то есть заказы с детьми очень проблемные. Очень. То есть начинают, Вероятно, не советую мобильная засада. возить. Ограничение 70. Вот. И, соответственно, вот и ждал этого ребенка, пока пристегнул, пока то все. Ждал, кстати, ну кто знает этот Селигер-Сити, там есть такой выезд из подземной парковки. Обычно там все и ждут пассажиров. Соответственно, я приблизительно там и ждал. Вот. И схватил там штраф. Вот так. Вроде бы выезд из подземной парковки. Что я нарушил? А хотя, может быть, и нарушил. Там, да, там знаки-то висели. Ну, блин, ну а где еще там стать-то? Камера Так что на имейте 80. в виду. Вот это себе дороже. Либо надо лучше отказаться от такого сомнительного заказа, где вы ждете, чем потом будете ждать и получите привет через несколько там недель в виде 4500 На штрафов. 80. Камера на полосу. Ограничение Согласны? 80. Впереди камера на разметку. Ну вот. Ребята еще говорят, на Садовом кольце есть такое место, где, ну, обычно все подъезжают там и то есть не на самом прям Садовом, а вот Камера на как бы полосу. к дому Ограничение подъезжают 80. и высаживают. Там есть Впереди камера на шлагбаумы, есть такая площадочка, где, ну, много места. И вот там обычно пассажиров высаживают. И начали ребятам прилетать штрафы с того места. Там что-то Садово, не помню адрес точно. Потом, если что, расскажу. Прилетать стали. Все начали гадать, а где там Камера камера? на Там полосу. нету камеры. И Ограничение оказывается, 80. камера висит на той стороне Садового и каким-то образом фигачит вот именно, в том числе и вот это место. Тоже будьте осторожны. На Садовом может быть Через прям 600 метров подъезжайте держитесь правой полосы. прям к шлагбауму. Пофиг на то, где хотят пассажиры выйти. Чтобы было вам вообще пофиг, я вам советую заранее включать карту со слоями. Со слоями парковки. И вот на этих слоях парковки вы сразу по пути. Где-нибудь на светофоре Камера на скажите. полосу. Ограничение Прошу прощения. 80. Держитесь правой Вот полосы. у вас, я вижу, точка стоит в том месте, где Через нельзя остановиться. 200 метров круговое движение. Третий Вот смотрите, свет. можно остановиться вот здесь или вот здесь. Где вам будет удобно, чтобы я остановил? Все. Это вежливо, и вы сразу аннулировали конфликтную Круговое ситуацию на движение. корню. Третий Уже свет. пассажир сам выбирает, где вы ему остановите. Не вы как бы его перед фактом ставите, а он сам уже выберет, и у него 0 претензий к вам. Нельзя так нельзя, все. Вы ему показали почему. Как вы иначе будете на словах ему это объяснять? Просто влезьте в мозг этому пассажиру. Ну вы вот, например. Что вы можете сказать? Блин, меня всегда тут высаживали. Тут какой-то этот умник начинает там корючить из себя, что знает правила дорожного движения. Купили тут, накупили права. И теперь там мозги компостируют. Ну, может он так сказать? Может. Почему? У него есть основания. Все таксисты предыдущие его тут высаживали. А вы тут такую нафиг из себя корежите. Не высаживайте его.
не ведитесь на это. Проблему устраняйте на корню. Вот способ я рассказал, какой, ну, считаю эффективным. Вот, то есть и безобидным для всех участников. Так, мы уж съехали, нам осталось ехать 700 метров. Какие 700? Куда я поставил точку? Куда я поставил точку? Блин, я Контроль не поставил. разметки. Ограничение 60. Туда Направлено поставил, в спину. Это мы, получается, Впереди на камера на Беломорскую, разметку. что я поставил. Ну ладно, зарядимся на Беломорскую, тогда уже надо ее бронировать. Сбросить. Впереди камера на А разметку. то вдруг забронировано уже будет. Так, Беломорская. Ёб вашу мать. Не работает. Как так? Вот только что работало. Блин, придется куда мне ехать-то? Так, соображаем. Так, Впереди да, не камера контроля работает. перекрестка. Это что-то сломалось, или давайте проверим еще раз. Не работает, занято. Ё-моё, видите, профукал, блин. Блин. Ну, у меня нормально еще по километражу. Тогда мы едем... Так, это, наверное, занято или что там с ней? Ага, занято. Так, вот это, по-моему, тут... Ага, тоже занято. Все занято. Так, где тут еще были? Нет, это, по-моему, тут нету. Да, это 22 киловатта. Это тоже нет. Тут, значит, тогда, наверное, 800-летие. Вот сюда посмотрим. И уже отсюда там будем соображать. Да, едем туда. Сколько нам ехать? Нам ехать 11 минут. Ну да, пока бронировать, я думаю, смысла нету. Хотя, почему бы и нет? Давайте, может, заброним, правда? Не будем. Поедем и уже там поближе я Впереди забронирую. камера контроля перекрестка. Прямо. Вот 2 такая, видите, километра. технология. Тут фиг расслабишься, как говорится. Это вам не бензин. Это вот, ну, я пока бы не советовал брать электричку в аренду. Почему? Если вы не спите в машине, не берите. Выгоды не получите. Потому что на том же пропане, ну, больше гораздо заправок. Да, там тоже ждать иногда приходится пропан. Ага, это вам не бензин. Тоже бывают очереди. Вот, например, да, вот я в среднем всегда... Ну, в среднем, это, знаешь, бывает без очереди, бывают большие очереди. В среднем все равно всегда там минут 15-20 я на пропане теряю. Во-первых, до заправки надо еще доехать, а их тоже пропановых немного. Вот этот черт. Только что встал, наверное. Урод. Это я проезжал зарядку энергии Москвы. Там кто меня опередил? То есть какой-то маленькой машинки там он встал. Так, и поэтому на пропане тоже вы теряете время. Ну, нету такого, что подъехали и все. Нет. Я катал пропан долго. Я вам ответственно заявляю, что на пропане все равно вы будете терять минут 20 на заправку. Потому что пока найдете где, пока доедете, пока бывает, что очередь отстоите, пока заправитесь, 20 минут все равно потеряете. Это в среднем. То есть бывало у меня, что и там и 40 минут теряю. Особенно бывало даже, что они там раз, либо у них идет, как это называется, вот когда машина подъезжает с пропаном и сбрасывает этот пропан в цистерну. Вот эта пересменка. Так все, вам тогда другую заправку надо искать. Найдите. Пропановых не так уж так и много. Вот, то есть бывало, что я терял и 40 минут на эти заправки пропановые. С бензином
вообще легче, Камера их на полно, пешеходный переход. и Ограничение кончился, 60. поехали, заправились. Там потеря времени будет меньше, но там потеря в стоимости у вас будет где-то в 2 раза больше, чем на пропане. Вот, то есть я не вижу смысла на бензине ездить. Вот есть еще определенный смысл на дизеле, но и то, это если вы в бизнесе, потому что там пропановый нельзя. Вот, но дизель там реально где-то 30% вам экономит на смене каждый день. Да, дизель там неплохо, там расход на Мерсах получается где-то там 6,5. Вот. Ну, то есть у вас экономия идет где-то 30% по сравнению с бензином. На пропане у вас экономия будет где-то 45% по сравнению с бензином. На электричке у вас экономия полная, но вы теряете время по сравнению с заправкой на пропане или на бензине. Если это время перевести в стоимость часа, то есть мы можем тогда понять экономическую целесообразность владения электричкой. Через 300 метров круговое движение. 3-й съезд. А именно, что я имею в виду? Значит, ну, в среднем получается где-то час у вас идет потеря на заправке. Почему говорю час? Ну, хорошо, берем, например, наверное, максимальную зарядку, то есть практически как у меня в ноль, да, вот у меня 44 км уже осталось, ё-массе. Мне еще ехать 3 километра. Так вот, если прям в ноль убиваете, Круговое то есть это такой движение. идеальный 3-й вариант, то вы где-то будете заправляться вот по такой погоде, ну там час 20, наверное. То есть у вас потеря Держитесь час левых 20. полос. По сегодняшнему дню доход в час на экономии и комфорте, ну, я думаю, вам видней. Свои заработки я показываю, но мне кажется, где-то там 900 рублей, да, будет. Ну хорошо, округлим 1000. Вот, даже 1000, например, сделаем. То есть получается, что 1300 рублей вы теряете на ожидании, то есть, ну, вот на этой процедуре заправки. Но вы же, Камера что на на 60. бензиновые, Направлена в спину. что на пропановые, тоже теряете время. Ну, я объяснял, почему вам надо все равно время, то есть потерять. Поэтому вот эти 20 минут мы выкидываем, и у нас остается ровно тогда час. То есть мы теряем на заправке час времени по сравнению с тем, что мы там теряем на бензиновой или пропановой. Час. Значит, стоимость часа это 1000. Или 900. Я думаю, даже более справедливо, вы согласитесь со мной, это 900 где-то рублей. Вот по сегодняшним ценам стоит наша работа в час. Поэтому вы на бензин потратите около 2500-3000 тысяч. А я, если переводить вот это время, которое я потерял, потому что просто сижу, 900 рублей, я потерял 900 рублей. Вы потеряли 2500-3000 тысячи, я потерял 900. На пропане вы потеряете 1000, сколько там, ну 1300 где-то, я потеряю 900. То есть пропан уже прям близко идет по экономической эффективности с электричкой, если считать все правильно. Но теперь подумайте, вам, чтобы быть как бы вровень, вы должны этот час работать на пропане и на бензине, да? А я могу поспать в это время, пока заряжается. Понимаете? Камера на 60. То есть, я еще раз возвращаюсь.
Если на электричке не спать во время зарядки, то экономическая целесообразность очень близка идет к пропану. Очень близка, но все равно более выгодно. Но если же спать в этой машине, то вы выигрываете вот эти, полтора часа на сне. И в итоге вы как бы больше получается, что зарабатываете по сравнению с бензином и с пропаном. Поэтому вот я бы, говорю, пока не советовал это делать, переходить на электричку, потому что так, отменяем маршрут, надо забронировать. Я же говорю, сейчас тут. Так, может вот на эту тогда поехать? Ага, зарядиться, забронировать. Поехали. 7 минут. 2,5 километра, 7 минут. Ё-моё, дай бог, доеду. 40 км у меня показывает по табло, что осталось. Это очень мало. Там чем ближе к вот этому краю, вот, к уменьшению, тем быстрее расходуется батарейка, визуально. Вот сейчас уже 39 у меня. Я же не проехал километр, но у меня уже 39. Впереди камера контроля перекрестка. Так, автобус, блин. Ты едешь? Или чё? Там вон чё. Да, извините тогда. Так, что у нас с этой зарядкой? Может, все-таки тогда на эту махнуть? А то не доеду ведь. Так, 40 км. Чел меня пропустил. Молодец. Да в целом мне, все равно где сейчас заряжаться. Давайте я вот на этой тогда заряжусь. Сейчас забронирую. Так, забронил. Сюда мы Через скидываем. 300 метров держитесь левой полосы, а затем едем поверните мы налево. прямо. Едем прямо. Переключаем камеру. Вот она, зарядочка. Ставим на нее и заряжаемся. Как вы можете видеть, все-таки вот эта процедура, она раздражительная. Иногда бывает, что приезжаете на зарядку, а они не алло. Не работает, и все. Вот запускаете, там что-то там мучаетесь, а она не алло. Так, вырубаем. По-моему, я проверю. Может, я капот там отсоединял. Так. И идем заряжаться.
Итак, вставил все свои причиндалы туда, куда надо, вставил. И теперь будем заряжаться. Делается это следующим образом. Она пока у меня на броне, эта зарядка. Вот мы тут находимся. Вот. Когда бронь, там бывает тупо срабатывает. А, уже все свободно. Так, зарядиться. Вот, забронировано мной. Поэтому далее выбираем время. Я обычно, ну так, чтобы, как говорится, поспать там. Вот я 2:30 ставлю. И запускаем. И ждем, пока она там раскочегарится. Она что-то вообще не жужжит. Ну во. Видите? Вот я о чем и говорю. Фигня получается. Так. Что мы делаем? Опять выходим и кабель перетыкаем. Так, переткнул. Так, где мы находимся-то? Вот. Что-то она не алё, видели, да? Так, зарядиться. Сюда. 2 часа уже тогда поставим. Не жужжит. Сука! Один пользователь может занять лишь один коннектор в момент времени. Бррр. Ну, а я что делаю? Так, может быть, кэш почистим? Так, почистим-ка мы, попробуем кэш. Вот начинается, а? Яндекс.Про. Чистим кэш. Зарядиться. Нет, опять. Так, скинем. Так. И пробуем зарядиться. Свободен. 2 часа. Пока не алё, не жужжит. Ну чё, в чем проблема? О, зажужжало. Зажужжало. Короче, ну, вы понимаете, там софт сырой. Зажужжал, сейчас должна включиться. О, пошел заряд. Пошел. Сейчас посмотрим. И вот
сколько я потерял времени. Вот на это переподключение кабеля. Ужас! Поэтому нету выгоды пока что по сравнению с пропаном. Нету выгоды. Самый пока выгодный это пропан. Ну, естественно, метан выгоден. Но на метане там как бы сложнее и машин-то найти на метане, да? А пропан полно машин. Вот, Optima есть. Старт у меня произошел вот сейчас 36-26 киловатт. Это хорош. Для такой погоды хороший старт. Знаешь, я прогнозирую где-то там за час 15 все-таки я заряжусь. Итак, братцы, подведем итог. Еще раз в конце стрима подведем итог рабочей смены. Так, значит, смотрите. Я проработал вчера и сегодня 10,5 часов. За это время было заработано 15 800. Что это за 15 800? Это в том числе 3000 за блевотню. Я на этой блевотне потерял время, чтобы почистить эту дверь. У меня там чел. Причем он сел, я ему с двумя девушками. Две девушки и он посередине. Я ему говорю, вам пакетик дать? Он, не. И там девчонка, не, зачем, вы что там, не надо. Потом, смотрю, он что-то приуныл. Тих, не говорил, девки говорили, он не говорил ничего. Голову вот так, потом вообще вот так опустил. Он посередине сидел между ними. Сзади. Все они втроем сзади сидели. И в итоге одна уже вышла, девушка, у них была цепочка, точек. Вот. И я смотрю, он там пересел к окошку ближе, потом уже окошко открыл, думаю, не дай бог ты, Блевантин, сейчас это. Я же ему пакетик предлагал, думаю, не хочет, значит, наверное, чувствует, что уверен в себе, не надо ему. И он как струей там в это окошко, как даст, дверь обдал, я смотрю в зеркало заднего вида, думаю, ё-масэ, дверь обдал. А потом с другой стороны думаю, хорошо, что хоть дверь, а не в салон. Вот, тут бывает и в салон. Но он вообще молодой, то есть я так с виду там, то есть за него в итоге платила девушка. Вот эти 3000, дополнительно 3000. И в общем, вот этот заказ мне в мою копилку дал 4200 где-то, 4200. То есть на нем я потерял время, поэтому вот в эту стоимость 15 800 в том числе входит 3000 за блевотню. Если вот эту смену посчитать, то получилось 1500 рублей в час, что в целом неплохо. Но из этих 1500 в час надо иметь в виду, что это 3000 это блевотня. То есть на самом деле заработок меньше получился, безусловно. Деньги-то все равно пришли. А пришли бы с чаевыми, это же тоже, по идее, деньги, да? То есть, я думаю, надо считать это, надо все равно. Потому что ночью вот эта часть, она непредсказуемая. Вы можете как потерять, вам может кто-то не оплатить, но, как показывает практика, в подавляющем большинстве есть вероятность бонуса. Вот мне 5000 тогда парень какой-то навеселее, я его там отвез, 5000 дал чая. Казалось бы, что вдруг? Он сначала что-то там шуршал, потом раз протягивает, я думаю, что там, чай хочет дать, там, я не знаю, там 500 рублей. Смотрю такой, я говорю, ты что, серьезно? Он, да. Я, ты, да, спасибо. А у него там какое-то событие на работе, в общем, было там,
Итак, выполнено 23 заказа, проехано 270 километров. Средняя скорость 38 километров в час. Сменой в целом я доволен, но объективности ради хочется сказать, что заработки упали. Упали заработки. Что там, ребят, пишут? Ага, час назад был он, там кто-то смотрел. Так, что еще? Ну да, МР-центр. Ну, вот так. То есть... Ну вот, ребята там пишут, мол, что там, как трачу. Я все рассказал, ребята, на стриме. Пожалуйста, посмотрите. Все будет понятно, сколько там что тратится. Опять же, вот в целом секретов нету. Почему нету? Потому что если бы было бы очень выгодно, я бы вам ничего не рассказал. Выгода тут в вашей тактике, в стратегии. Если вы знаете, как строить свое время вот это рабочее, выгода будет. Если не знаете, не надо слазить с пропана. Я вам точно говорю, вот у меня Optima была на пропане. Ну слушайте, ну там своя специфика, свой кайф определенный есть. Большая тачка. Вот, то есть не шумная. Что еще? Ну, как бы, ну, своя специфика есть. Есть своя специфика. Так удобно там. По деньгам, наверное, больше. Но, опять же, больше-то больше. А с учетом того, что вот я сказал, что ну, вы там тратите же на бензин, а тут не тратите. Ну, как бы, надо все считать, в общем. Но все равно, что хочу сказать вам. Опять же, я не настаиваю, я новичок в этом деле, но вот с точки зрения экономики я не новичок. И поэтому имею право сказать определенные тезисы. Первое. В аренду новую тачку брать нельзя. Берите тачку самую дешевую по аренде. Если самая дешевая по аренде, это не значит, что она самая убитая. Это значит, вы ищете неправильные парки. Это первое. Второе. Ух ты, блин, все, у меня сейчас разрядится телефон, поэтому, ребята, все, всех обнимаю, подписываемся и делитесь своими же секретами, будет очень приятно. Все, пока.